субботнее утро, не покладая рук, будем вести обзор рынка и нашей сделки, открытой позавчера. Да, хочется еще раз отметить, что это ни в коем случае не финансовая рекомендация. Это наш эксперимент с роботом, и мы хотим показать, что криптовалютный или любой другой торговый рынок достаточно простый, и в нем может разобраться любой. Да, и давайте мы разберемся, наверное, в той сделке, которая у нас, я так понимаю, до сих пор открыта. Да, та сделка уже закрылась, выбила нас по стоп-лоссу. На экране мы видим, значит, ставку, которую мы сделали позавчера, да, вот она была. То есть наша предпосылка была в том, что цена пойдет вниз, будет снижение, но, к сожалению, вчера, ну и долгое время, то есть на протяжении 2 дней цена колебалась у этого сопротивления, и вчера или ночью пробила и пошла наверх, нас выбило по стоп-лоссу, вот, который был выставлен на этом уровне. Если пересмотреть запись вчерашнюю, то было предположение у нас, что, возможно, цена пойдет наверх, и вот она пошла. Не выставить ли нам сейчас ставочку на рост цены? Отличный вопрос. И ты тоже знаешь, что многие выходные не торгуют. Во-первых, в пятницу на всех рынках был выходной, сегодня суббота точно так же, и поэтому в выходные рынок манипулятивен. И было у меня также, если пересмотреть вчерашнюю историю, высказывание о том, что в сделку нужно входить не тогда, когда мы начали снимать видео, а тогда, когда есть к этому предпосылки. Здесь у меня прорисована уже сделка, которую бы я рассматривал. Поскольку я вчера говорил об этом уровне смены тренда, который мы легонько прошили, но вот сегодняшняя сделка, она выглядит со стопом за ликвидностью, да, вот за этой, и цель у нас остается та же, вот этот вот имбаланс, который у нас здесь находится. Он не, скажем, не 4-часовой, он больше там дневной имбаланс, но тем не менее. Вчера мы прорисовали 2 таких вероятности, я остаюсь при своем мнении, что мы еще пока определенности не достигли, и если опуститься на младший таймфрейм, это был у меня 4-часовой таймфрейм, то сейчас у нас идет борьба вот над этой линией. И, в смысле, сейчас мы не там и не там. Мы не подтвердили выход за уровень смены тренда, но мы и не подтвердили возврат. Вот сейчас, если следующее движение или когда следующее движение будет ниже вот этой вот моей черты с прерывистой, я надеюсь, всем видно, чтобы лучше было видно, я увеличу. Когда мы подтвердим снизу вот эту прерывистую черту, я буду считать, что можно уже сейчас будет зайти, опять же, в шорт. Хотя, если посмотреть так, вроде как и восходящая структура, да, но если мы сделаем сейчас некую линию тренда этой восходящей структуры небольшой, да, то мы видим, что она у нас ломается. Если мы рассмотрим на более старшем таймфрейме эту восходящую структуру, то, по сути, вот этот канал мы практически достигли. Вот он, параллельный канал, будет вот не совсем ровный, не совсем кривой. Здесь как раз-таки, сейчас увеличу, чтобы это было видно, будем бороться за преодоление вот этой вот, поскольку мы сначала строили полноценный канал, потом начали его строить ниже средней, я считаю, что восходящее движение, оно идет немножко с затуханием. Да? Вот здесь мы уже боролись и чуть-чуть превысили потом хаи. Да? Здесь у нас была опять борьба ни туда, ни сюда. И сейчас и я рассчитываю, что это некая была манипуляция против тренда. Но сейчас мы, возможно, вернемся. Я не утверждаю, я буду ждать именно вот этой прерывистой линии. Считаешь, если мы выставим отложенный ордер на 12.77, то есть ордер, если цена достигнет этого ценового уровня, то сделка сработает, и поставить, получается, по твоему графику, если я правильно вижу, стоп-лосс на 13.349 и take-profit 11.80. Нет, take-profit у меня 11.500, 500 где-то 85. Увидев, что сработало оповещение, если есть время, да, если, конечно, можно, если занят и нету времени обращаться к графику, можно рискнуть и попробовать, но тогда бы я уже, если отложенный ордер, я бы тогда сократил убытки и поставил бы вот сюда стоп-лосс, да,
вдруг все-таки это будет прибытие сюда цены для того, чтобы оттолкнуться. У меня такое мнение. А уже мне нужно четкое, я его даже сейчас прорисую, мне надо четкое подтверждение, что мы, во-первых, пробили эту зону, да, а во-вторых, у нас вот здесь будет опора вот на эту вот вершинку, и мы, скорее всего, что еще чуток оттолкнемся, и когда мы вот так вот подтвердим уже полноценный выход, тогда я буду понимать, что у нас действительно эта сделка будет шортовая, с большей долей вероятности, и тогда, ну, буду ожидать развития вот того сценария. И сделаю отложенный ордер, чтобы наши зрители тоже еще раз посмотрели. Конечно, ты поясни зрителям разницу между ордерами, потому что если ты сейчас выставишь просто отложенный ордер, у тебя сработает он по той цене, которая сейчас, поскольку цена лучше в шортовом случае для твоей сделки. А тебе нужно выставить ордер, который сработает именно по достижению цены, и можешь объяснить эту разницу. То есть это будет условный, но мы ждем в районе 12.77. Это я выставил. Теперь нам нажать на шорт, а потом мы выставим take profit и stop loss. Так, пишет, введите цену, значит, 12.77. И здесь надо написать плюс-минус. Попробуем. Условный ордер годен до отмена. Окей. Теперь у нас он появился в открытых ордерах. И здесь мы можем, получается, добавить take profit и stop loss. Как мы говорили, take profit у нас 11.59, а stop loss у нас 12.544, да? Или 43? Пускай будет 4. Ага. И у нас получится тогда, значит, это соотношение прибыли к убытку. Если все пойдет по нашему плану, то мы заработаем 82 цента, это 64%. И если пойдет сделка против нас или цена пойдет против нас, то мы тогда потеряем 12 центов. Выставляем. Все. Ставочка выставлена, теперь осталось только ждать. Если у вас нет времени следить за графиками, то проанализировав, вы можете выставить спокойно то, что вы хотите, или то, что вы видите на графиках. Вернее, уже в понедельник, что произошло. А сегодня я хотел бы, ну, опять же, поскольку у нас есть состояние неопределенности, просто посмотреть, что у нас происходит с доминацией биткоина. Я поделюсь экраном, чтобы не быть, просто не говорить, а показывать, потому что кто-то может воспринимать на слух, а кто-то все-таки больше любит посмотреть. А кто-то еще больше любит потрогать. Вот, и здесь у нас доминация биткоина снижается, то, что хорошо для нашего альтмаркета, вот, но сам по себе биткоин, я возьму его на менее разрисованном графике, он у нас продолжает быть в таком, как я вчера сказал, примерно в среднем положении между нижней вот этой границей и верхней вот этого накопления, которое у нас сейчас на часовом таймфрейме четко можно рассмотреть. Мы вышли, как я уже повторюсь, немного выше вот этой нисходящей трендовой, но говорить о походе вверх или вниз пока рано, поскольку, ну, во-первых, манипулятивный рынок выходные, как я уже говорил, а во-вторых, у нас упала волатильность, и поэтому, если мы и пойдем куда-то, да, то пойдем, как только начнет расти этот показатель. Показатель у нас, как правило, дает сильный рост при достижении более низких значений, поэтому, ну, скорее всего, ожидаю снижения вот в эту зону, откуда бывают высокие старты, и после этого начнется более серьезная волатильность. Поэтому, ну, будем смотреть, когда биткоин замирает вот в позицию неопределенности и двигается в одном диапазоне, довольно часто переключают внимание игроки на альтмаркет. И, возможно, это и будет для нас положительным моментом, что наша сделка идет и отработает. Ну и тогда встречаемся в понедельник и рассматриваем, что у нас получилось. А в это время, наши дорогие зрители, вы можете подписываться, комментировать и писать, что вам нравится, что не нравится.